Война. День 238. Ситуация на фронтах. Россия продолжает наносить удары по Украине, но в то же время отмечается все большее число сбитых ракет и беспилотников. Так, сегодня над Киевом были сбиты 5 из 5 ракет на момент записи ролика. Что любопытно, была найдена хвостовая часть немецкой ракеты Айрис-Т, что свидетельствует о том, что комплекс уже работает в Украине. Ранее сообщалось, что системы будут поставлены лишь в ноябре. Альянс Свободы. Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы «Кроталь». Это довольно старые ЗРК на колесном шасси, принятые на вооружение в 1971 году, хотя начиная с 1994 года они начали проходить модернизацию с переоснащением электронных компонентов, а также замене РЛС. «Кроталь» — это бронированная полноприводная боевая машина с радаром и 4 ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы. Также российские войска предприняли атаку со стороны России возле Волчанска, но ее удалось отбить. Пока эти действия имеют характер сковывания украинских сил, а не полноценного наступления. Подобные атаки были по направлению Двуречной. Также россияне осуществляют атаки со стороны Кременной в направлении Терны и Ямполевки. Похоже, российское командование не может удержаться от того, чтобы не послать войска в атаку, как только там хоть немного пополняется комплектность. За Северским Донцом россияне атакуют Белогоровку, Спорное, Солидар и пытаются обойти Бахмут. Но это им не удается уже который месяц. В районе Авдеевки российские войска атакуют Новокалиново, дабы отрезать город с севера. Также бои в Марьинке и Новомихайловке. На южном фланге обстрелы, но без продвижений. Запорожье и Никополь подвергаются ракетным обстрелам. Юг. Россияне имитируют заботу о мирных жителях и эвакуируют людей из Херсона. Вся предыдущая история показывает, что России плевать на людей, она без зазрений совести уничтожает города Украины и не проводит эвакуацию того же Донецка или Белгородской области. Отсюда можно сделать вывод, что данная эвакуация Херсона носит совсем иные цели, которые не пересекаются с заботой о мирных жителях. Россияне сообщают, что украинская штурмовая группа из 30 катеров собиралась захватить электростанцию. Разумеется, это очередная чушь, как и в случае с баснями про баржи. Никакого успеха у подобной операции быть не может, что очевидно любому, поэтому и никто и не проводит подобные операции. Также россияне сообщают о якобы готовящемся подрыве дамбы на Каховской ГЭС. В теории это могло бы ухудшить снабжение и смыть все переправы ниже по течению, но технически уничтожить дамбу удаленно у Украины нечем. Да и вряд ли на это кто-то пойдет. Разве что возможен подрыв россиянами в случае отступления. Но тогда они лишатся воды в Крым. Так что вряд ли они пойдут на этот шаг. Появились кадры, на которых видно, что россияне закончили переправу из барж под Антоновским мостом. Любопытно, как они себя поведут в случае попадания Хаймерс. Могу предположить, что они наполнены песком, и пробить их будет довольно сложно. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, также подписка важна и колокольчик. И огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.